Привет! Сегодня мы на удивительном археологическом объекте недалеко от Галилейского моря. И имя ему Коразим. А что удивительного в нем, мы узнаем сегодня. В древности на просторах Израильского царства существовал маленький городок под названием Коразим. Он располагался недалеко от Галилейского моря и был одним из городов, которые Иисус посещал во время своего служения. Город был расположен на важной торговой дороге и был популярным местом остановки для путешественников и купцов. Его узкие улочки, мощеные дороги и каменные дома создавали уютную атмосферу. Я не уверена, что я вышла с дверного проема. Мне кажется, это окно. Но не может быть дверь такая маленькая. Именно здесь Иисус Христос совершил множество чудес и проводил проповеди, обращая людей к вере и праведности. Но, к несчастью, жители Коразима не приняли его учения и не обратились к истинной вере. Они продолжали жить своими делами, не задумываясь о духовном росте и обращении к Богу. Их сердца были закрыты для Иисуса и Его послания. Иисус, видя отвержение и неверие жителей Коразима, печально сказал: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». Вретище и пепел использовались во времена Ветхого Завета как символ печали и покаяния. Желая продемонстрировать раскаяние, люди одевали вретище или рубище, то есть одежду из грубого материала, садились в пепел и посыпали им голову. После этих слов судьба Коразима начала меняться. Город постепенно начал терять свою славу и процветание, несчастье охватило его жителей, а бедствия и разрушения стали наказанием за отказ от истины. В конечном итоге Коразим был разрушен и покинут своими жителями. Город, который когда-то сиял своей красотой, оказался заброшенным и покинутым. Вот такая история. Но возникает много вопросов. Если этот город тот самый библейский Коразим, то в какую веру Иисус хотел обратить их? Ведь, судя по тому, что мы здесь видим, жители этого города были довольно набожны. Посмотрите, какая прекрасная синагога здесь была. Синагога имеет 3 входа. Все они обращены в сторону юга, в сторону Иерусалима. Центральный вход украшал вот этот барельеф.
А еще вот это кресло Моисея. Сидящий в этом кресле читал отрывки из Торы. Так что вот в этом кресло Моисея, сидел тот, кто читал Тору. Почетное место. Я не претендую. Что вы? Ну что еще вам показать? Ах да, дома. Но не простые дома. С лесными массивами в этой местности проблема, то есть их тогда вообще не было. Поэтому строить приходилось исключительно из камня. Со стенами проблем нет, но как быть с кровлей? Жители Каразима нашли гениальное решение. Множество внутренних арок, которые служили опорой для каменных поперечных блоков. А вот и эти поперечные блоки. Гениально, не правда ли? А вот это удивительное дерево Зизифус спинохристи, то есть Христов терновник. Считается, что именно из его ветвей был сплетен терновый венец Христа, так как это дерево, оно очень колючее. Около каждого листа вырастает две колючки, одна прямая, другая изогнутая. А вообще, Зизифус для многих народов не просто дерево, а священный символ. Например, по мнению древних китайцев, цветки зизифуса обладают мощной магической силой. Считается, что они способны привлекать девушек и возбуждать любовь. Поэтому молодые мужчины украшали цветами зизифуса свою одежду. Цветение начинается в июле и продолжается до конца августа, если что. Так что кому актуально, планируйте свою поездку сюда правильно. Ну, в общем, здесь можно найти много всего интересного. И пресс для отжима оливок, и приспособления для дробления пшеницы, и винодельню. Так что приезжайте и исследуйте. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. В следующем видео я планирую вас удивить. Не теряйтесь. До встречи!